Компания Renault представила новый кроссовер Grand Koleos, в основе которого лежит хорошо знакомый россиянам китаец Geely Manjaro. С ним он разделит структуру кузова и силовые агрегаты. Новый кроссовер от Renault был представлен в Корее, где его будут производить на бывшем предприятии Samsung Motors. Получается такая сборная солянка. Geely Manjaro под брендом Renault на корейском заводе Samsung Motors, который, кстати, теперь называется Renault Корея. Также напомню, что еще 2,5 года назад Renault и Geely объявили о сотрудничестве и совместном производстве автомобилей на модульной платформе CMA. Это совместная разработка Volvo и Geely. Grand Koleos отличается от китайского донора измененной передней частью с безрамочной радиаторной решеткой, в которую вписали оптику оригинальной модели. Помимо бамперов и решетки радиатора, Grand Koleos имеет оригинальные наружные панели дверей с другими выштамповками, более горбатый капот, а также измененную форму задних окон. Фонари имеют другое наполнение и прямую форму по бокам. На вершине гаммы расположена оспортивленная версия Esprit Alpine. Ее отличают 20-дюймовые колеса вместо 19-дюймовых, синий декор, дополнительные шильдики, а также отделка салона алькантарой и замшей. Всего будет выпущено 1955 экземпляров. По сравнению с китайским собратом длина увеличилась на 10 мм. Но интересно, что колесная база Grand Koleos стала меньше на 25 мм. Интерьер китайского и французского кроссовера подвергся минимальным изменениям. Grand Koleos отличается от Manjaro ступицей руля и декоративными решениями. Передняя панель с тремя экранами по 12,3 дюйма сохранилась. MIDI-система, соответственно, получила реношную графику и может взаимодействовать с мобильным приложением MyRenault. Также есть связь 5G и возможность обновления по воздуху. В списке оборудования числится проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения и удержания в полосе движения. Renault Grand Koleos предложит с двумя силовыми установками. Базовая версия оснащается 2-литровым турбомотором на 211 лошадиных сил, 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и передним приводом. Но для версии Esprit Alpine можно заказать полный привод и 8-ступенчатый автомат вместо роботизированной коробки. Вторая версия E-Tech гибридная. И несмотря на реношное название, она ничем не отличается от установки Hi-X для китайских Geely. В ее состав входит бензиновая турбочетверка объемом 1,5 литра, тяговый электродвигатель, 3-ступенчатая трансмиссия и мотор-генератор. Привод только передний, а совокупная отдача системы составляет 245 лошадиных сил. Старт продаж на корейском рынке назначен уже на август этого года. Не исключено, что впоследствии кроссовер локальной сборки начнут поставлять и на экспортные рынки. Друзья, внешность какого кроссовера вам кажется более симпатичной? Французского или китайского? И как вы думаете, будет ли параллельный импорт Renault Grand Koleos пользоваться такой же популярностью, как привоз Geely Manjaro из Китая? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также хочу напомнить, что свежие новости о китайском автопроме и не только вы можете прочитать в нашем новостном телеграм-канале. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.